От платочной вязки от начала у меня провязано 28 рядов узора. Смотрите, теперь получается в этом ряду, он у меня по счету будет 29, начиная от платочной вязки. Но я снова обнулю вязание, и у меня это будет первый ряд от проймы. Сейчас мы будем закрывать петельки на пройму. Маркировочки у меня еще висят, обозначая конец полочки, начало спинки. Здесь то же самое. У меня это обозначено бирюзовыми маркировочками. Теперь мы вяжем этот первый ряд. Не забывая, вот у меня идут здесь снова перекрещивание петелек. И довязываем с вами. Давайте вот встретимся после вот этого перекреста косички. Вот, посмотрите, у меня до конца полочки осталось 3 изнаночных петли. Одну петельку, точнее 2 петли я провязываю, а одну петельку с полочки и вторую петельку со спинки я буду закрывать. Маркировочки я уберу. И провязывать при этом я их буду изнаночными петельками. Смотрите, то есть у меня в общем количестве получается на пройме будет 2 закрытых петли. Одна петля с полочки, другая со спинки. Вяжем первые 2 вместе, 1, затем провязываем вторую и накидываем на нее предыдущую петлю, 2. Все. И дальше продолжаем вязать спинку. То есть смотрите, полочка у меня будет заканчиваться одной изнаночной, и это будет впоследствии кромочная. Спинка будет начинаться впоследствии, это будет кромочная петля, и дальше одна изнаночная будет идти до косички. Сейчас мы провязываем таким же образом полностью всю спинку, не довязывая перед началом полочки также вот эти 3 изнаночных петли. Вот мы дошли до конца спинки. Смотрите, сейчас 2 изнаночных после косички мы провяжем, а следующую петельку мы закроем и закроем также следующую петельку с полочки. То есть провязываем 2 вместе изнаночной и провязываю еще одну петельку изнаночной и набрасываю на нее предыдущую петлю. То есть смотрите, у нас идет косичка и 2 изнаночных пока, и здесь начинается косичка и 2 изнаночных. Теперь довязываем вот этот первый ряд наш до конца. После того, как мы провязали вот этот первый ряд закрытия, смотрите, далее мы продолжим вязать только левую полочку. На левой полочке у нас с вами осталось 24 петли. 25 петельку она у нас ушла на закрытие проймы. Пройма у нас будет, конечно, совсем небольшая. Вот. И теперь смотрите, что у нас получается. Это я вяжу второй ряд от проймы. То есть, вот смотрите, по изнанке у меня закончилась косичка, одна лицевая и кромочная. Переворачиваю вязание, и у меня начинается 3-й ряд с кромочной. Затем идет одна изнаночная, и сразу начинается косичка. То есть далее мы продолжаем вязать все по рисунку по нашему. Вязать мы также будем до плечевого шва 28 рядов. Но в 27 ряду мы с вами встретимся, мы закроем по одной петельке в каждой из косы. Я покажу, как это сделать, и затем провяжем 28 ряд
петельки мы оставим с вами открытыми, так как будем соединять плечевой шов с помощью крючка. Пока продолжаем вязать. Только левую полочку, напоминаю. У меня начинается в 27 ряд. Я покажу на примере спинки, как убавить все петельки, которые мы прибавляли вот здесь вот после платочной вязки. Такие убавочки мы будем делать как на спинке, так и на обоих полочках. У меня видео потерялось с полочки, поэтому я вам ставлю сейчас отрезок именно со спинки. Везде мы будем делать это идентично. Первые 2 петельки от косички мы провязываем, затем 3-ю и 4-ю мы переворачиваем так, чтобы можно их было связать за передние стеночки. Все. То есть из 6 петелек мы в косичке получили 5. Затем вяжем 2 изнаночных. И смотрите, вот в этой как косичке я сделаю убавочки. Я снимаю петлю, а вот эту петлю, которая 2-я и 3-я, мы провязываем вместе. И теперь вот так вот их меняю местами. То есть из 3 петелек мы с вами получили снова 2, как и было до этого. И снова доходим до большой косички и 3-ю, 4-ю петлю переворачиваем, чтобы провязать за передние стеночки вместе. Вот и все наши убавочки. То есть мы убавляем в больших косах и в малой косе. Из 6 петелек мы получаем 5, а из 3 петелек мы снова получаем 2. После того, как я связала вот эту полочку на высоту 28 рядов, я отрезала нить примерно длиной 50 сантиметров. Теперь я буду переходить на вязание спинки. Спинку я начну вязать со 2-го ряда от проймы, потому что 1-й ряд мы уже связали, когда провязали вот эти закрытые петельки по одной. Смотрите, здесь я просто ввожу новую нить. И начинаю вязать все по рисунку. Теперь крайние петельки у меня будут просто кромочными. И все. В принципе, маркировочки уже вот эти можно желтенькие снять. Если вы уже хорошо ориентируетесь в рисунке. Вот. И также мы спинку будем вязать на высоту 28 рядочков. Петельки также мы с вами оставим открытыми. По ним мы потом и будем набирать наш капюшончик. Вырез под горловину я решила не делать, так как для новорожденных это не сильно имеет значение. И у нас плюс еще будет довольно широкая планка. Мы просто обозначим это отверстием под пуговичку. Она будет у нас чуть ниже линии плеча. Вот, смотрите, вот я дошла до закрытых петелек, разворачиваю вязание и продолжаю вязать просто в обратном направлении. Вязать я буду также по рисунку. После того, как мы довязали спинку на 28 рядов, сделали убавочки в косичках, мы переходим на вязание правой полочки. Правую полочку, как и спинку, мы начинаем с вами вязать со 2-го ряда, то есть с изнаночного. Также переворачиваем вязание и вводим новую нить. Все.
Это начинается второй ряд. Мы будем также вязать на высоту 28 рядов. Не забывайте, в 27 ряду сделайте убавочки в косички по аналогии, как мы делали уже на левой полочке и спинке. И затем мы приступим к соединению плечевых швов. После того, как мы закончили полностью полочки и спинку, смотрите, у последней полочки ниточку я обрезать не буду. Ей мы будем набирать капюшон. На спинке мы отмечаем 18 средних петелек. Вот. А остальные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 петелек мы будем соединять в плечевой шов. Смотрите. Так, соединять мы будем по изнаночной стороне. Для этого я вот переведу на обычную чулочную спицу, чтобы было удобнее, так как острие у обоих спиц у нас должны смотреть в сторону проймы. Вот, посмотрите, переодела и вот так вот разворачиваю вязание. Как я говорила, ниточка не обрезанная осталась, а соединять мы будем вот этой длинной нитью, которая идет от спинки. Первую петельку я снимаю с ближней спицы и в нее протягиваю петлю с дальней спицы. Крючок у меня, забыла сказать, 3,5, на полмиллиметра поменьше основных спиц. Вот я протянула петельку с дальней спицы в петлю с ближней и затем делаю дополнительную петлю. Теперь у меня одна петля на крючке, снимаю петельку с ближней, снимаю петельку с дальней, 3 петли, и я их соединяю одной петлей. Снова вхожу в петельку с ближней спицы, вхожу в петельку с дальней спицы и 3 петельки соединяю одной петлей. И так по очереди соединяю все петельки, доходим до маркировочков. Маркировочки я оставила специально, чтобы не соединить лишнего. Вот видите, я дошла до последней петельки. Отсыпаю их и соединяю. Все, петельки спускаю и вытягиваю нить. Эти петельки я верну на спицу. У меня осталось 6 петелек от, получается, от полочки. Вот видите, какой шовчик у нас с вами получился. Теперь мы таким же образом соединяем этот плечевой шов. Также перед этим я пересниму все петли на чулочную спицу. Длинная нить у меня теперь идет от полочки, поэтому я вязание разворачиваю так, чтобы у меня длинная нить была позади, то есть на дальней спице, и точно так же начинаю соединять. Для начала в петельку с ближней спицы мы протягиваем петлю с дальней спицы. Протянули. Теперь создаем дополнительную воздушную петлю и только после этого начинаем соединять по 3 петли вместе. Входить в петельки нужно так, чтобы их не перекрещивать, не скрещивать нигде.
Вот, соединяем второй плечевой шов, возвращаем оставшиеся петельки на одну спицу и будем вязать капюшон. Вот что у нас с вами получилось. Теперь мы начнем вязать капюшон. Маркировочки я пока не буду снимать. Всего петелек у нас осталось на спинке 18, на полочках по 6 штучек. И это общее количество у нас получается 30 петелек. Вязать я буду здесь лицевой гладью. Можно связать, кстати, и платочной вязкой, как вот здесь вот у нас такой вот небольшой бордюрчик. Провязываем просто все петельки лицевыми. Вот видите, вот такой вот прогалечек у нас с вами. Чтобы его избежать, мы поднимаем, вот видите ряд возле этих 6 петелек, мы поднимаем обе петли, одеваем их на спицу и вот эту подраспущу, то есть получается у меня 5 провязанных петелек, переверну вот таким вот образом, чтобы первые 2 петли связать вместе за переднюю стеночку, а вторую поднятую петельку провяжу скрещенной, то есть за заднюю стеночку. Вот так вот. Маркировку пересниму. Также поступаю и на спинке. Поднимаю. Вот ряд идет, и рядом с ним ряд. И с этого ряда я поднимаю 2 петли, то есть верхнюю и петлю с нижнего ряда. Верхнюю петлю я сразу вот так вот сделаю перекрещенной. Я ее провязываю вот таким вот образом, чтобы тоже сделать скрещенной петлей. А эти петельки я переворачиваю так. Видите, тоже здесь небольшое перекрещение получается, но я их провяжу вместе за переднюю стеночку. То есть, когда мы подтянем вот эту ниточку с плечевого шва, нашего прогала здесь не будет. Теперь довязываем с вами до конца спинки. Также лицевыми петельками. Последнюю петлю, вот где маркерочек, мы не провязываем. Вот просто пока пересниму. Маркер уберу. И также смотрите, снова нижнюю петлю с ряда и верхнюю петлю с этого же ряда. Первые 2 вяжу за заднюю стеночку. Вторую оставшуюся поднятую петлю провязываю скрещенной петелькой. Верну пока маркер назад. Здесь поступаю точно так же. Раз петля, 2 петля. Первую петельку вяжу скрещенной за заднюю стеночку. Вторую петлю провяжу вместе со следующей также за переднюю стеночку. То есть перед этим я петельку перевернула, чтобы она у меня вязалась за переднюю стеночку. И довязываем с вами оставшиеся петельки. То есть получается, что у нас на полочках добавилось по 1 петле и на спинке. На спинке у нас теперь 20 петелек и по 7 петелек на каждой полочке. То есть получается у нас теперь 34 петельки. Переворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении полностью все изнаночными петельками. Маркерочек теперь я уберу, он в принципе ни к чему, мне нужно было лишь для разделения полочек и спинки. Провязываем второй ряд капюшона. У меня начинается 3-й ряд капюшона, посмотрите, вот они отмеченные 10 петелек.
И на этом участке мы будем делать с вами прибавочки. То есть сейчас лицевыми петельками мы довязываем до центральных 10 петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 петелек до и 12 петелек после у нас должно оставаться. Смотрите, вот у меня отмечено маркером. И чтобы не спутаться, вот я показываю, смотрите, мы прибавку сделаем в первую, во вторую, а затем в последнюю и в предпоследнюю. Давайте я вам покажу, как это делать. В первую петлю, как мы делаем прибавочку. Маркер, обратите внимание, я не снимаю. Я поднимаю стенку у ниже лежащей петельки и накидываю ее на спицу. Провязываю ее, потом только снимаю маркер. И только после этого я вяжу саму петлю со спицы. Далее идет вторая петля. Вторую петлю я провязываю, и в нее я тоже буду делать прибавку, но уже после того, как ее провязала. И также поднимаю стеночку и вяжу прибавочку. Теперь довязываю до последних 2 петелек и смотрите. Вот, сначала я делаю прибавочку, потом вяжу петельку со спицы. Далее вяжу саму петлю, одеваю маркер, затем поднимаю ниже лежащую стеночку петли и провязываю. То есть, где было 10 петелек, у нас прибавилось по 2 петли, то есть стало 12. И также в боковые вот эти отрезки тоже ушло по 1 петле. То есть за один раз, получается, мы с вами прибавили 4 петли. Теперь у нас их 38. Изнаночный ряд мы просто провязываем изнаночными петельками. Это, напоминаю, идет 4-й ряд. И в дальнейшем мы продолжаем делать с вами прибавочки. Прибавки мы делаем точно таким же образом, как мы и делали. То есть в первую петлю и во вторую. Если вам было не все понятно, отмотайте видео чуть-чуть назад и еще раз просмотрите этот эпизод. То есть после прибавок, точнее до того, как в первую петлю я сделаю прибавочку, маркер я не снимаю. То есть я подниму вот эту ниже лежащую стенку вот у этой петли, которая идет после маркера. А у второй петли я наоборот сначала провяжу петлю и только затем подниму ниже лежащую петельку. И давайте еще раз я вам лучше покажу, чтобы было понятно. Давайте встретимся с вами в 5-м ряду и еще раз я это покажу. Сейчас у меня идет 5-й ряд. Я еще раз покажу, как делать прибавочки. Смотрите, вот я дошла до маркера. Маркер я еще не перевешиваю. Сначала я делаю прибавочку из ниже лежащей петельки, затем только перекидываю маркер. Вяжу петлю со спицы. Далее вторая петля. Вяжу петлю со спицы, затем поднимаю стеночку и вяжу ниже лежащую петельку. Теперь довязываю до 2 петелек, последней и предпоследней. В предпоследнюю петлю подцепаю стеночку, вяжу прибавку, затем провязываю петлю. У последней вяжу петлю, перебрасываю маркерочек и затем только поднимаю стенку на ряд ниже. То есть опять в центральном отделе у нас прибавилось 2 петли и по петле по бокам. Маркерочки именно так я в такой последовательности оставляю, чтобы не терять вот эти первые 2 и последние 2 петли. Вот, значит, расширяем мы до нужных нам размеров
это либо 58, либо 62, по-моему, петли получится. Это уже на ваш выбор будет, поглубже капюшон или нет делать. А после этого нам нужно связать прямое полотно на высоту 18-19 сантиметров. И затем мы будем закрывать петельки швом петля в петлю. У меня провязано 50 рядочков вместе с прибавками. Прибавляла я до 62 петелек. И теперь мне нужно соединить вот так вот две половинки. Их можно сшить, можно соединить крючком. Я сделаю шов петля в петлю, чтобы не было никакого внутри дополнительного шва. Вот. Для этого нам нужно сначала поделить петельки пополам на спицах. У меня получилось по 31 петельке. Теперь мы отмеряем нить 3 раза больше участка, который будем зашивать, и обрезаем нить. И берем иголочку и начинаем зашивать. Я вхожу сначала в дальнюю петельку, вот нить передо мной, снизу наверх. Далее здесь вхожу в петельку снизу наверх, точнее сверху вниз и снова снизу наверх. И возвращаюсь в петельку, в которую входила в первую, сверху вниз, снизу наверх. И снова, то есть в каждую петельку мы входим 2 раза, сверху вниз, снизу наверх, и только потом спускаем. Таким образом мы соединяем все петельки сверху вниз и снизу наверх. Вот такая вот, видите, у нас получается дорожка из лицевых петелек. У меня остались последние петельки, и еще раз просто вот так вот их соединяю. Вот, все, что здесь получается вот такими вытянутыми петельками, это все можно в процессе подтянуть, чтобы все петельки выровнять. И ниточку, конечно, мы уберем вовнутрь. И потом мы переходим к набору нашей планки. Набирать мы будем на спице 3,5. То есть мы пройдем от вот этого низа, где у нас вот это соединение было с штанишек, будем набирать до горловины, обойдем капюшончик и также спустимся на низ. То есть резиночка у нас будет очень длинной.